Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Мне кажется, сейчас просто все говорят про тонкие и прочные торцы, но далеко не все мастера умеют выполнять такое тонкое укрепление. В этом ролике расскажу секреты красивого тонкого укрепления гелем. Смотрите это видео до конца, и мы поехали! Кто помнит эти ноготочки? Несколько видео назад мы выполняли преображение на левой руке. На правой руке маникюр и покрытие делала ученица в нашей школе. Теперь покрытие отросло, и мы можем выполнить коррекцию. Кто помнит вот этот мизинчик травмированный? Мы его ремонтировали при помощи акриловой системы, твердого материала. Но сейчас, спустя некоторое время, все равно эта трещина пошла дальше. Сейчас эта трещина не доставляет дискомфорта модели, поэтому мы снимем материал, посмотрим, что там. Если все в порядке, если ноготь в порядке, тогда будем выполнять наращивание. Ну а пока снимаем старое покрытие. Для того, чтобы ногти получились тонкими, изящными, нам необходимо снять достаточное количество старого материала. Если оставить его в большом количестве, то на торце ногти получатся плюшками. Конечно, эту толщину потом можно выпилить изнутри, но тем не менее наша задача сделать красивую правильную архитектуру. Ну и, конечно, во время коррекции убираем отслоечки, если они есть. На мизинчике убираем длину при помощи книпсера, и теперь очень аккуратно, бережно снимаю покрытие. Мне было очень страшно, я боялась сделать как-то неприятно моей модели, но она меня уверила, что все в порядке и уже нет никаких неприятных ощущений. Видно, что трещина уже отросла, ногтевое ложе не травмировано, поэтому будем сегодня выполнять наращивание этого ноготочка. Отодвигаем кутикулу и зачищаем птериги при помощи алмазной насадки пламя. Пока мы выполняем комби-маникюр, расскажу, каким образом можно получить тонкие и прочные торцы. Первое, на что хочу обратить внимание, это длина ногтевой пластины у моей модели. Достаточно большая, а значит, для укрепления лучше использовать твердый материал, например, полигель или гель. Базовое покрытие не совсем выдержит такую длину, поэтому отдаем предпочтение именно твердым материалам. Также вы можете увидеть, как хорошо проносилась форма. Углы остались достаточно четкими, поэтому и сегодня будем работать по той же схеме. Выполним укрепление гелем. Если ногти у клиента влажные, тогда рекомендую дополнительно нанести подготовительный препарат pH Bond либо дегидратор, который подсушит ногтевую пластину. В нашем случае ручки нормальные, поэтому мы его не наносим. Будем использовать бескислотный праймер, также его называют двусторонний скотч. У меня несколько брендов, периодически их меняю, то пользуюсь одним и другим. Самое главное, чтобы после нанесения на поверхности оставалась липкая пленочка. При коррекции наношу препарат только на натуральную ногтевую пластину. На свободный край нет никакой необходимости его наносить, ведь пластиковое покрытие с будущим пластиком гелем будет и так хорошо держаться без дополнительного усиления праймера. Поэтому не трачу на это время. И теперь дело за базой. Перед укреплением гелем мы можем использовать базу для гель-лаковой системы, либо базу для твердого геля. Самое главное, чтобы эта база не конфликтовала с гелем. Ведь часто бывает такое, что гель словно отщелкивается от поверхности базы во время носки. Это говорит о том, что произошел конфликт материалов, и данная база не подходит под гель. Наша задача нанести максимально близко базу к кутикуле, потому что если гель будет лежать на натуральном ногте без базы, то с большей вероятностью падет отслойка в зоне кутикулы. Это главный критерий хорошей носибельности без отслоек в зоне кутикулы. Также при коррекции мы можем наносить базу только на отросший ноготь. Можно не наносить на свободный край, тут по вашему желанию. Укрепление проще всего выполнять гелем средней вязкости, чтобы он самостоятельно разравнивался. Сначала промазываю ногтевую пластину, увлажняю ее поверхность. Затем набираю капли нужного размера. Стараюсь работать в один шарик. И вот самый главный момент, каким образом мы раскладываем материал в зоне кутикулы. Ставлю кисточку под 45 градусов и аккуратно раскладываю материал с отступом в 1 мм. Таким образом получается, что материал плавно сходит на нет к натуральному ногтю. и мне не придется опиливать зону у кутикулы и тратить на это время.
Опустите пальчик вниз для того, чтобы материал стекал на свободный край для приподнятия клюющих ногтей. Стараемся работать аккуратно в технике выравнивания ногтевой пластины, так, чтобы нам меньше приходилось опиливать. В данной технике можно не переворачивать руку, ведь нам придется выполнить поверхностный опил для большей четкости. Самое главное правило – не наносить большой объем материала, ведь нам потребуется потом это все долго пилить. Я не хочу тратить на это время, поэтому выкладываю материал очень аккуратно. Распределяем по боковым сторонам и при виде сбоку смотрю на получившуюся архитектуру, чтобы обязательно была укреплена стрессовая зона, чтобы была наивысшая точка. Если есть объем на свободном крае, за это не переживаем, это позволит нам приподнять клюющий кончик. Мизинец будем донаращивать при помощи нижней формы. Вырываю серединку из шаблона, примеряю к ноготочку и вижу, что мне необходимо вырезать серединку для того, чтобы не было щели между ногтем и формой. Смотрим, чтобы центральная линия на форме была в продолжении центральной оси пальца. И обязательно вырезаю насечки, чтобы форма хорошо обжалась и ноготь имел арку, был тонким и красивым, а не просто плоским. Склеиваем и устанавливаем. Гель – это твердый материал, который способен выдержать даже тонкие уголочки. При этом они не будут так сильно тупиться, как при моделировании акригелем. Поэтому мне очень нравится в работе использовать именно гель, когда я выполняю форму четкий квадрат. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. На шаблоне сразу же выкладываем будущую форму. Просушиваем в лампе, и после снятия формы мы уже видим красивую подложку с правильной аркой. То есть благодаря тому, что мы поставили правильно форму, уже появляется арочка, которая обеспечит прочность ногтям. Ведь всегда арочные ногти, они гораздо более прочные, в отличие от плоских ногтей. Многие выполняют укрепление просто в технике выравнивания. Но если посмотреть на ноготь при виде сбоку, мы увидим, что продольная линия получается дугой, потому что при перевороте руки материал стекает к центру. Для большей четкости я рекомендую опилить ногти. Они получатся узкими, изящными и с четкими углами, а не с оплывшим свободным краем. Сначала опиливаем свободный край под углом 90 градусов, затем боковые стенки, правую и левую. Смотрим, чтобы они шли параллельно друг другу. И вот еще секрет таких красивых идеальных ногтей – это опил продольной арки. Стараюсь сделать ровную линию от апекса до свободного края. Тогда ногти будут выглядеть прям четкими и классными. Завершаю процедуру опила при помощи бафа, сглаживаю поверхность. У нас получилась толщина на торцах, которую мы должны выпилить. Потом переворачиваем палец и при помощи твердосплавной насадки выпиливаем толщину. Помним, что оптимальная толщина на торце около 1 мм. И теперь перекрываем топом. У нас получилась красивая арочка. И перекрываем топом без липкого слоя с внутренней стороны, чтобы натуральный ноготь не отслаивался. Наш результат. Я очень рада, что современные тренды диктуют нам такие тонкие, красивые и изящные ногти. Надеюсь, как можно больше мастеров будут выполнять красивое тонкое укрепление. Пробуйте эту технику также и вы. А я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!